Здравствуйте, приятно встретиться. Благодарю за то, что прибыли в Вакару, Мальдивс. Сколько тунца съели за год? Средний чек, он различный. Могут заплатить 200-250 тысяч долларов за 10 ночей. Русские, в частности, много тратят на алкоголь. По этой причине люблю работать с русскими и с украинцами. Приветствую, друзья! Я сейчас нахожусь на Мальдивах, в отеле Вакару Мальдивс. И сегодня, через несколько часов, у меня будет интервью с генеральным менеджером отеля Яном. Он из Великобритании, поэтому интервью будет достаточно сложным для меня в плане перевода, но мой батлер Стеф, русскоязычная девочка, которая помогла мне организовать это интервью, будет помогать в коммуникации с Яном. Так вот, почему пришла такая идея снять интервью в этом отеле? Я скажу, что побывав во многих отелях, во многих странах и понимаю, что такое хороший сервис. Так вот, в этом отеле сервис восхитительный. И так совпало, что я читаю сейчас книгу Шульца об сети Ритц-Карлтон, и те принципы, о которых он пишет, те ценности, которые он исповедует в сети своих отелях Ритц-Карлтон по всему миру, они во многом здесь применимы. Вероятно, менеджмент отеля разработал свои ценности и свое видение того, как нужно обслуживать гостей. Я постараюсь это узнать сегодня у менеджера отеля. Привет, Иоанн. Здравствуйте, приятно встретиться. Благодарю за то, что прибыли в Вакару, Мальдивс. Спасибо большое. Вы управляете замечательным отелем. У меня сеть отелей в Украине, и я хочу задать вам пару вопросов. Спасибо. Расскажите об отеле, о том, какие сотрудники здесь работают, о том, как устроен менеджмент. Может быть, есть какая-то интересная статистика, например, сколько тунца съели за год. Давайте посмотрим. Вакару располагает 113 виллами, среди которых есть пляжные и надводные. У нас здесь 5 ресторанов и 2 бара. Также винный погреб, который я называю своим офисом. Я люблю проводить там время. Это прекрасное место. Что касается сотрудников, прямо сейчас на территории работают около 380 человек. Очень высокая концентрация, и на то есть причина. Совершенно другое соотношение гостей и персонала, нежели в отелях, скажем, в центре города. Например, нам необходимо производить воду самостоятельно. Поэтому у нас есть собственная водоочистительная станция и люди, которые ее обслуживают.
Мы производим собственную энергию. Для этого нужны инженеры на электростанции, дабы поддерживать работу генераторов, наблюдать и ремонтировать их, чтобы все работало слаженно. Мы самостоятельно работаем с отходами. Со всем, что остается в уборных, мы должны уметь обходиться. Ведь нельзя взять и просто вылить все в море. Потому что моря, конечно же, всегда должны быть чистыми и нетронутыми. У нас очень строгие протоколы относительно процесса переработки. И в итоге получаем выработанную воду для орошения курорта. Множество таких мелких деталей складываются в потребность в большом количестве персонала. Само собой, у нас есть персонал, работающий в аэропорту, работающий на лодках, дайверы, работники водных парков и детских уголков. Много людей трудится в отеле. И, конечно же, наши гости, которые прибывают сюда и платят немалые суммы, имеют большие ожидания от обслуживания. Поэтому оно тоже должно быть на высоком уровне. Поэтому работа гендиректора, работающего в центре города, очень отличается от того, что происходит на курорте. В основном, в 9 из 10 случаев, гости отеля в центре города находятся там 2-3 дня по работе. Они хотят въехать, выехать как можно скорее, поэтому зачастую совсем не контактируют с управляющим. То есть совсем другая концепция. На курорте же гости хотят видеть главного управляющего по прибытии, покидая курорт, во время трапез, всегда. Нужно все время быть в поле зрения, и это требует больших усилий. Поэтому в офисе я провожу мало времени. Чаще всего нахожусь на территории курорта, проверяя и проверяя все вновь и вновь, дабы убедиться, что каждая деталь на своем месте, а персонал знает, что нужно делать. И для того, чтобы просто быть частью команды. Я считаю это очень важным — следить за тем, чтобы курорт всегда работал на все 100%. Как-то так. Cool. Very interesting, thank you. В продолжении вопроса, кто же ваш гость, какой портрет от гостя, который приезжает на Вакару, Мальдивы, и какой средний чек? Окей. География гостей меняется в зависимости от времени года. Сейчас мы приближаемся к горячему сезону, где наши основные гости приезжают из России и стран СНГ, Украина, Казахстан и так далее. Это наши основные клиенты. На самом деле, я бы уже и сам должен был говорить по-русски, но я только учусь. После этого гости из Германии, Великобритании, скандинавских стран, а также Среднего Востока. Средний Восток не так уж далеко, поэтому людям нравится приезжать сюда, на Мальдивы. Когда горячий сезон заканчивается, география слегка меняется. Преобладают Германия, Европа, больше гостей из Кореи, Китая, а также Австралии. Затем снова Средний Восток, Россия и так далее. На самом деле США и Бразилия являются хорошим рынком для нас. Хотя Бразилия находится на другом краю света. Но гости оттуда все равно прибывают, и их немало. Это удивительно, но они приезжают сюда. Они любят Мальдивы, высоко их ценят, а особенно молодожены. Вернусь к одному из ваших предыдущих вопросов о тунце. Тунец — это почти что основной рацион на Мальдивах. Его здесь едят все — на завтрак, обед и ужин, и даже во сне. Поэтому на наш курорт приходится в среднем 11-12 тонн этой рыбы в год. Так что тунца действительно много. А касаемо среднего чека, может? Средний чек? Он различный. Например, гости, проживающие в нашей 4-комнатной резиденции, могут заплатить 200-250 тысяч долларов за 10 ночей. Это большой чек. Уровень немного ниже, в среднем 1200 долларов за комнату за ночь.
Само собой, люди тратят больше. Экскурсии, спа, алкоголь. Русские, в частности, много тратят на алкоголь. Это хорошо. По этой причине люблю работать с русскими и с украинцами. В среднем, знаете, это дополнительные 300, 400, 500 или $600. Ведь алкоголь включен в несколько отельных рационов. Thank you. Thank you. Третий вопрос. Касаемо, самый важный для меня. Как, если коротко, как вам удается создать такую благоприятную атмосферу для сотрудников, что все, без исключения, все ваши 350 человек, все ходят с улыбкой, все счастливы и готовы помогать всем гостям? Я впервые встречаю такое. Но вся суть, я считаю, в том, чтобы заботиться о сотрудниках и уважать свою команду. В понимании их потребностей, а также недостатков. Потому что не будет толку от меня на должности управляющего, если я ни с кем не буду говорить и ни о ком не позабочусь. Необходимо беречь свою команду. И еще быть готовым к тому, что ты можешь понадобиться одному из членов команды. Найти время на разговор, выслушать, обсудить, дать совет. И, знаете, я думаю, что это очень важный фактор. И что еще немаловажно, когда вы часть этой среды. То есть ваша команда понимает, вы знаете, что делаете. Что вы можете быстро обдумать ситуацию, указать направление и сказать: давайте сделаем это и это. От вас требуются умные, быстрые решения. Вы знаете, что и как необходимо выполнить, а затем уметь правильно донести эти идеи до сотрудников, обязательно в уважительной манере, такой, которая поощряет и мотивирует. Зачастую мы спешим сказать людям, что они делают что-то неправильно или плохо, но не торопимся их похвалить или поблагодарить. Хорошо сработано, или ты замечательно справился. Это те вещи, которые необходимо делать чаще, потому что они заставляют вашу команду чувствовать гордость за свое дело. Такие как демонстрация результата ваших ежедневных, еженедельных, ежемесячных усилий. Например, если нам оставили отзыв на TripAdvisor, им необходимо поделиться с командой. Например, они упомянули тебя, упомянули другого, хорошая работа, спасибо, и обеспечить небольшое поощрение. Что-то в этом роде. Маленькие детали на самом деле очень полезны. И в целом, вся суть в уважении своего персонала, вне зависимости от того, чем они занимаются. Сотрудник может заниматься мойкой посуды или быть управляющим. К каждому из них необходимо относиться с одним и тем же уровнем уважения, так как каждый по-своему важен. Просто родился вопрос, как вы решили когда-то пойти вот на путь гостиничного бизнеса? И что помогло стать генеральным менеджером? Это может быть как мотивация для тех, кто смотрит видео. Окей, этого вопроса не было в списке. Шучу. Что ж, я начал карьеру в качестве повара. Работал в нескольких замечательных отелях, начиная с коми-шефа и продвигаясь вверх по карьерной лестнице. Трудился в Gleneagles в Шотландии, прошел там обучение, а также проработал до звания шеф-повара в нескольких отелях Англии и Шотландии. Но до того, как это случилось, понял кое-что. Я люблю не только готовку, быстрый темп и напряжение, но еще и работу с гостями. Обладаю хорошим пониманием работы отеля. В дальнейшем мне повезло работать шеф-поваром королевской семьи Иордании, во дворцах Амана и Акабы. И даже там это была скорее работа управляющего, нежели повара. Я готовил в основном только для королевы. Великолепный опыт. Затем я доработал до руководящей должности в продовольственной сфере большой карибской компании. Я провел 15 лет на Карибах, где прошел путь от продовольственного менеджера до управляющего курортом, а затем и генерального управляющего. Это был быстрый процесс. И только после этого, скажу откровенно, я начал схватывать на лету и быстро учиться.
чтобы адаптироваться к должности и понимать ее ключевые приоритеты. Я управлял несколькими замечательными карибскими отелями, перед тем, как в 2010-м уйти и отправиться на Мальдивы, Маврикий, Бали, Вьетнам. Там я работал в разных сферах управления очень хороших отелей и курортов. И у меня была амбициозная цель. Хоть я и люблю работать на кухне, хотел стать менеджером и со временем генеральным управляющим. Семья путешествует вместе с вами, перемещаясь вот от острова к острову. И как к этому относится вот, супруга, дети? Ну, раньше так и было, на самом деле. Когда я покинул Великобританию в 95-97-м, моей дочери было всего 3 месяца, и мы вместе с ней и с женой отправились на Карибы. Мой сын родился на Барбадосе, и на протяжении 15 лет дети жили на Карибских островах. Само собой, когда они повзрослели, им пришлось переехать в Англию для получения образования в лучших заведениях. Тем временем я перебрался на Мальдивы, где начал работать в разных сферах. Мои дети сейчас гораздо старше, им уже за 20, и они строят карьеру, но навещают меня. Дочь была здесь, кажется, недели 2 назад, а сына жду на следующий. Так что да, им нравится, что я здесь живу. Они могут навестить меня в этом раю. Дайте, пожалуйста, 3, а лучше 5 рекомендаций для генеральных директоров отелей в мире, ну и в частности в Украине. Улыбайтесь. Думаю, для любого управляющего, как я уже говорил, важно единение с командой. Вам необходимо быть лидером, но при этом не забывать проявлять уважение к вашей команде, понимать сложности этой работы. К примеру, у персонала есть жилье здесь. По сути, 2 отеля, которыми нужно управлять. Один для гостей, другой для работников. Нужно понимать их трудности, прислушиваться к своей команде, я думаю. Это немаловажно, проявлять уважение, коммуницировать с людьми, пытаться эффективно поощрять их, мотивировать в разных аспектах. Когда я работаю в этой среде, например, вижу, что начинается дождь, а наши рестораны в основном под открытым небом. Я не буду просто сидеть сложа руки, пока команда таскает столы и диваны, а стану помогать им. И это показывает нечто важное — лидерство примером. Что вы не воротите нос от мелкой работы, вы помогаете, потому что к концу дня вы одна команда, хоть у каждого есть свое направление работы. У вас всех одна цель. Нужно убедиться, что все работают ради этой цели, идут по пути к ней, от руководящего состава до сотрудников низшего уровня. Идут к достижению этих результатов. Я считаю это ключевым фактором для себя. И, конечно же, внимание к деталям. Оценивая свое окружение, знайте, каждая деталь будет важна для гостей. В их резиденциях, на рецепции, в ресторанах, барах, садах, повсюду. Будьте внимательны. Удостоверьтесь, что все сделано идеально. Когда мы будем открывать наш отель на Мальдивах, Рибос Мальдивы, вы поможете хотя бы советом нам в этом? Что ж, наймите самого лучшего управляющего. Шучу. Открывая здесь курорт, обратите внимание на локацию. Это очень важно. В зависимости от рынка и уровня отеля 3, 4, 5-звездочного нужно рассматривать разные места его расположения. Вот, к примеру, многие пытаются обосноваться на Мали, куда люди приезжают только скоростной лодкой. Поэтому лучшие курорты находятся рядом с пристанью.
Хорошим примером будет единственный и неповторимый Ритира — 40 минут скоростной лодкой. Гости могут прибыть в аэропорт, пересесть на лодку, и вот они уже на курорте, причем менее чем за час. Если вы работаете у моря, курорт не должен находиться в более чем получасовой доступности. Отель на холме — идеальный вариант, так как люди любят смотреть на морскую гладь. Это уникальный опыт, им это нравится. Очень многие курорты в часовой или полуторачасовой доступности, а это слишком далеко. Выбирая локацию, также не забывайте о рифах. Когда люди прибывают на Мальдивы, они хотят нырять. Гостям не нравятся курорты без рифов поблизости, так как в итоге им приходится нанимать лодку, которая будет их вести 20-30 минут, а это дополнительные расходы. Поэтому старайтесь выбрать расположение рядом с коралловыми рифами. Ну и, само собой, обязательно с хорошим пляжем, пышными зарослями и растениями, чтобы все выглядело естественно. Это весьма важные факторы. Другая важная деталь, которую стоит учесть во время разработки отеля — продуманные помещения для персонала. Зачастую отведено мало места, и возводят их без продуманного проекта. Например, строят жилые помещения рядом с генераторами, а это не очень хорошо. Поэтому нужно расположить все эргономично: мастерские, жилье, прачечные, магазины. Все на своих специально отведенных местах. Очень часто архитекторы не учитывают специфику помещений такого рода, просто располагая их на пустых местах на карте. Впоследствии, когда все построено, слишком поздно что-то менять. А все потому, что проектировщики не прислушались к управляющим или рабочим, тем, кто понимает нюансы. Советов можно дать множество, но, как для меня, расположение — это ключевой момент. Спасибо. Было приятно пообщаться. Спасибо огромное. Ну что, друзья, мы записали интервью. Я надеюсь, что она вдохновит вас так же, как вдохновила меня на то, чтобы быть настоящим лидером для своей команды, каким является Иоанн. Я это увидел на личном опыте, проживая в этом отеле. И это стоило ему десятилетий работы, начиная от повара и уже сегодня в роли general менеджера одного из лучших отелей Мальдив в своем сегменте. Поэтому мотивируйтесь, обучайтесь, становитесь лучшими в своей сфере. Подписывайтесь, если вы еще не подписались на канал Рибас «Все о гостиничном бизнесе». Ставьте колокольчик, комментируйте, лайкайте. Это все очень важно. Это благодарность за нашу работу. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока.